16 ноября, воскресенье. Всем привет, это Руслан Левиев. Я попытаюсь сейчас своей сводкой немножко рассеять для вас туман войны. Я начну с Запорожской области. Когда-то, еще где-то в конце сентября, мы заметили переброску сил 41-й общевойсковой армии России с юго-запада Покровского направления, то есть это район поселков Котлина, Удачное, на Днепропетровское и Запорожское направление. В те дни для описания боевых действий на этом участке фронта чаще использовали условное название «Юг Донецкой области», потому что это действительно район границ трех областей. Покровское направление в тот момент было самым громким, его все обсуждали. Так что эта переброска сил стала для нас несколько неожиданной. Но вскоре все прояснилось. Практика показывает, что те участки фронта, где оборонительные позиции со стороны Украины держат силы территориальной обороны, являются более слабыми, более уязвимыми. А общая стратегия России по ведению боевых действий как раз и заключается в том, чтобы найти очередное уязвимое место и бить в него. За район Юго-Донецкой области отвечали 102-я и 110-я бригады территориальной обороны Украины. И вот дополнительная сложность заключается в том, что там воюет сборная солянка из разных украинских батальонов. Поясню. Бригады состоят обычно из 3-4 батальонов. И обычно вот такой единой структурой бригады и воюют. Но по разным причинам в этой войне сложилась практика, когда эту структуру разрывают и раскидывают по разным частям фронта. То есть один батальон бригады воюет под Купинском, второй на Гуляйпольском направлении в Запорожской области и так далее. И вот это важно, потому что это касается вопроса слаживания военной структуры. Гораздо легче воевать, когда тобой командуют и ставят задачи те люди, с которыми ты проходил учения. Ты уже все это отрабатывал, тебе все понятно. А здесь получается, что твой отдел вырывают из отдельной структуры, отправляют на другой конец страны и подчиняют совершенно другим людям, которых ты впервые видишь. В украинских средствах массовой информации это стало особенно заметно на примере истории 125-й бригады, которая отведена на Харьковское направление. Но 3 ее батальона были отправлены в Запорожскую область в подчинение 102-й бригады. И когда некоторые военнослужащие этих батальонов попали в окружение, родственники солдат обратились к командованию, конечно же, 125-й бригады с вопросами, где их близкие и почему не была дана команда на отход, когда возникла опасная ситуация. А что мог ответить комбриг 125-й? Только то, что мы им команды отдавать не могли, поскольку мы передали наших людей в подчинение другой, 102-й бригады. Вот вам уже 2 фактора, которые привели к ослаблению оборонительных позиций на этом участке фронта. Фактор территориальной обороны и фактор сборной солянки разных подразделений. Третьим фактором была история 110-й бригады, которая тоже отвечала за это направление. 1 июля Россия нанесла ракетный удар по Гуляйполю. В результате было убито все командование этой бригады. Нынешние командиры – это новые люди, которые пока не справляются со своими задачами. Плюс им нужно управлять вот такой надерганной из разных структур сборной солянкой из разных батальонов. Добавьте сюда к этому тот факт, что на уровне повыше тоже сменили командира не так давно. Структурным эта матрешка выглядит следующим образом. Батальон, бригада, корпус. Вот в середине сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял с должности командующего 20-го армейским корпусом Максима Китугина. Сейчас командующим корпуса является Виктор Николюк. Короче, полный хаос управления войсками, что постоянно отмечают и украинские военные в своих комментариях. В результате этим воспользовались российские военные. Как я и сказал, в середине сентября они перебросли дополнительные силы и начали методично бить в эту точку. Тогда это еще был район Камышевахи и Тернового в Днепропетровской области, а также район Ольговского в Запорожской области. Выстроить линию украинской обороны по реке Янчар, которую я уже много раз вспоминал в предыдущих сводках, не удалось. Российские войска форсировали реку и захватили Полтавку, потом Охотничье, потом Успеновку. И все, дальше пошло-поехало. Когда в начале ноября украинский мониторинговый проект Deep State приводил статистику российских продвижений, они отмечали, что 69% всей захваченной Россией территории в октябре были захвачены как раз на этом направлении. И сейчас этот тренд продолжается. Мы считаем, что есть 2 основные причины сложившейся ситуации. Это хаос управления войсками и дефицит личного состава. Сейчас, на прошедшей неделе, внезапно добавился 3-й, погодный фактор. Всю неделю был густой туман, который сильно ограничивает работу беспилотников, и особенно тех, кто занимается разведкой. А без разведки ты слепой. Ты не видишь, где передвигается противник, с какой стороны он будет атаковать, сколько его и так далее. В итоге, под конец недели уже начал вырисовываться очередной новый карман на фронте. Вокруг города Гуляйполе и поселков, находящихся к востоку от него. По
публичной сфере при этом громче других звучат заявления командира штурмовых войск Украины Валентина Манько. Он каждый раз докладывает об успешно остановленном продвижении российских войск и зачистке населенных пунктов. Но каждый раз эти населенные пункты все западнее и западнее. То есть представьте, если было бы вторжение на территорию России с целью дойти до Москвы. И регулярно камерам бы выходил знакомый нам с вами генерал Лапин и говорил: продвижение врага под Белгородом остановлено. Через пару дней он выходил бы снова и говорил: разбитые атаки противника под Тулой, мы успешно держим оборону. Еще через пару дней: коварному замыслу врага дойти до Москвы не суждено сбыться. Он был остановлен под Подольском. Вот так примерно это выглядит. Вернемся к Гуляйполю. Что из себя представляет этот город? Насколько он важен? Он сильно меньше Покровска и Бахмута, у которых численность населения до войны была 60 и 70 тысяч человек соответственно. В Гуляйполе было что-то около 15 тысяч человек. Но все же это город. А значит, в контексте войны это очередной центр логистики, а также место, где можно сконцентрировать свои силы. Плюс размещать штабы и небольшие полевые склады боеприпасов. Если вы посмотрите по карте, то дальше на запад от Гуляйполя, вплоть до Орехова, остаются только одни поселки. Других городов толком и нет. Российские военные, видимо, опять будут пытаться перерезать пути снабжения в город и затем вытеснять из него украинские силы. В контексте снабжения была важная дорога, которая идет на север от Гуляйполя до поселка Покровска Днепропетровской области, находящегося на трассе Н-15. И вот теперь эта дорога недоступна, поскольку буквально на днях российские военные дошли до поселка Даниловка Днепропетровской области, находящегося на этой дороге. Есть другие дороги снабжения. Например, на запад от Гуляйполя в сторону поселка Залезничный. А от него можно либо повернуть на север, в сторону той же трассы Н-15, либо ехать дальше на запад до города Орехов. Ситуация прямо сейчас для города не критична, но явно будет ухудшаться и дальше. Потому что, чтобы все исправить и остановить, нужно 2-3 бригады, причем не потрепанных. А вот таких резервов у Украины сейчас нет. Сейчас резервы отличены на Покровский Мирноградский карман. И теперь давайте вжух и переместимся резко севернее, в Днепропетровскую область. Российские войска воспользовались туманом и атаковали поселок Новопавловка. Причем в атаке было задействовано 10 единиц бронетехники, в том числе танк и несколько боевых машин пехоты. Как я уже говорил, в туман вести разведку очень сложно. Ты просто слепнешь. Поэтому российской колонии удалось приехать откуда-то со стороны Дачного по дороге до самой Новопавловки. Пехота успела спешиться с бронетехники и разбежаться по поселку. Аналогичную ситуацию мы увидели и в Покровске. Я думаю, многие из вас уже видели эти кадры, которые разошлись по всем соцсетям и СМИ, где в накрытый туманом Покровск заходит множество российских солдат. То пешком, то на мотоциклах, то на автомобилях. Снято это было на юго-восточных окраинах Покровска, около села Гнатовка. Учитывая, как свободно на видео заходят российские силы, можно с уверенностью сказать, что в том районе украинских военных нет. Поэтому и Deep State на своих картах закрасили весь юг, юго-восток города как зону контроля российских сил. После того, как это видео все распиарили, поднялся вой в Z-среде, что якобы публикация этого видео привела к поражению российских солдат украинскими дронами. И действительно, есть украинское видео, на котором наносятся удары беспилотниками по тому же району. Но вот на видео никого нету. Все удары наносятся по брошенным мотоциклам. Да и в целом, я сомневаюсь, что украинские военные не знали, что российские силы будут пытаться заходить по этой дороге. Все понимали, потому что дорог для захода в Покровск не так много. А публикация видео несколькочасовой давности никакой особенной опасности не создает. Это же не прямой эфир. Многие исследователи уже давно писали, что российские военные будут пытаться продвигаться на востоке Покровска, чтобы пробиться до села Ровно и тем самым постепенно сомкнуть клещи кармана. Кстати, в очередной раз вернусь к операции Black Hawk. Помните же тот десант спецназа на вертолетах? Позавчера Z-ресурсы распространили видео с допросом украинского военнопленного, который представляется военнослужащим спецподразделения Главного управления разведки Украины Тимур. Он на видео говорит, что после высадки был ранен FPV-дроном, после чего отполз в какое-то укрытие, где спрятался. Там его позднее нашли российские военные и взяли в плен. Доказывает ли данное видео правоту Z-блогеров, которые тогда твердили, что вот весь десантировавшийся спецназ был убит дронами и даже показывали видео атак? Я считаю, что нет, не доказывает. Даже несмотря на то, что военнопленный говорит, что он был не единственный раненый. Его взяли в плен где-то примерно в том же районе, где была высадка десанта. Так что если бы дронами там всех убили,
то вместе с кадрами этого военнопленного появились бы фотографии тел убитых бойцов спецназа. А их нет. Если же как минимум основная часть спецназа выжила, то почему не забрала раненого? Скорее всего, по причине тех же самых дронов. На передовой их так много, что это напрямую влияет на вопросы эвакуации раненых. У обеих сторон распространена практика эвакуации в темное время суток. А если тебя ранило днем, то жди ночи. И обе стороны стараются проводить эвакуации максимально маленькими группами. Соответственно, если раненых несколько, то, возможно, придется подождать очереди. Потому что чем больше группа, тем сильнее она будет заметна для беспилотников. Сразу после ранения будут эвакуировать только тех, у кого ситуация критическая, человек может не выжить. Такая вот жестокость этой войны. Обеим сторонам постоянно приходится оставлять раненых на передовой. К слову, украинские силы начали активно применять наземные беспилотники с бронекапсулами для эвакуации раненых. Подобные операции занимают по несколько часов на каждого человека. И даже несмотря на то, что человек всего один, ну и плюс наземный робот, все равно это привлекает внимание FPV-дронов, которые начинают атаковать его. Мы с вами много говорим про беспилотники, но на самом деле не стоит забывать и про другое оружие, особенно в такую погоду, как сейчас, когда часто туман. И в такой момент особенно заметно, как важна бронетехника, а также артиллерия, особенно дальнобойная. Дальнобойность нужна для того, чтобы не подгонять технику на опасно близкое расстояние к передовой. А вот в целом артиллерия нужна, чтобы бить по дорогам, по которым заходят войска, бить по позициям операторов-дроноводов на расстоянии до 5 километров от передовой и по укреплению. А когда погода проясняется, беспилотниками бьют по маршрутам логистики на большей глубине, собственно, по артиллерии и команда беспилотников на дальних позициях. Старший научный сотрудник программы по России и Евразии фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман написал в Твиттере тред по итогам очередной своей командировки в Украину. Он пишет, что структура потерь ВСУ сместилась от пехоты в сторону вспомогательных ролей, например, операторов беспилотников, логистики и так далее. Пехоты на передовой очень мало. И сейчас в многих бригадах именно пехота несет меньшую долю потерь. Это интересно еще и потому, что раньше многие хотели попасть именно в дроноводы, потому что предполагалось, что у них риски меньше, чем у пехоты. Также он отмечает, что используемые Россией в механизированных атаках танки благодаря обмангаливанию повысили свою живучесть и выдерживают по 30-40 ударов дронов. Плюс известен случай, когда танк выдержал 70 попаданий. Так что минные заграждения по-прежнему актуальны, нужны. Их нужно использовать для остановки продвижения бронетехники. Майкл отмечает, что Украине не хватает дешевых средств поражения для целей, находящихся на расстоянии от 30 до 300 километров. И поэтому многие подразделения видят важные цели в российском тылу, но не могут по ним ударить. Особенно на расстоянии 100-150 километров от линии фронта. Я от себя добавлю, что мы в CIT много дискутировали по этому поводу давно и пришли к выводу, что сейчас есть политическая задача. Во-первых, бить по российской энергосистеме. Во-вторых, по российским НПЗ. Первое делается как реализация угрозы Зеленского, что если вы нам устраиваете блэкаут, то и мы вам устроим блэкаут. А второе делается как способ давления на Путина через экономику. При этом, поскольку бюджеты не резиновые, получается такой перекос, что много ресурсов, в том числе денег, отдано на разработку либо дальнобойных средств поражения, либо на тактические FPV-дроны. А вот то расстояние, про которое говорит Майкл, то есть от 30 до 300 километров, не покрывается. Мы видели несколько отдельных ударов беспилотниками FP-2 по целям на таком расстоянии. Например, по складам боевых частей от шахедов в Донецком аэропорту или по штабу российского подразделения Рубикон в Авдеевке. Но все же эти беспилотники больше берегут для других целей. Слишком дорогие они для среднего радиуса действия, видимо. Пишет Майкл и про российские потери. В частности, по его данным, российская армия теряет каждый месяц 25 тысяч человек невозвратными потерями. Напомню, что невозвратные потери – это не только убитые. Это еще и тяжелораненые, которых списывают с войны. Это пленные, это дезертиры и так далее. И вот эта цифра вплотную приблизилась к объему ежемесячного рекрутинга на войну, который составляет 30-35 тысяч человек в месяц. В прошлом году российские войска сократили использование бронетехники, поскольку такие атаки оказались неэффективными, и сделали ставку на резкое увеличение расхода живой силы. Это темп, который невозможно поддерживать долго. Поэтому, по мнению Майкла, в следующем году Россия столкнется с проблемой, когда рост потерь превысит возможности рекрутирования. Ох, не знаю. Я вспоминаю, как год назад я вот точно так же сидел перед вами и говорил, что мы ожидаем,
что к весне 2025 года темп набора людей упадет. А он не упал. До сих пор не падает. Мы уже однажды на этом обожглись, поэтому теперь уже перестали загадывать. Кстати, немецкий экономист Янис Клюге опубликовал данные по набору людей на войну в октябре. Напомню, он берет каждый месяц отчеты о расходовании средств регионального бюджета и изучает их. В 37 российских регионах в этих отчетах указывают объем трат на выплату премии за подписание контракта на СВО. Зная сумму выплаты в регионе, он делит одно на другое и получает данные, сколько в очередном месяце конкретный регион отправил людей на войну. И так у него высчитываются данные по 37 регионам. А дальше он делает экстраполяцию на всю Россию. В октябре получилось почти 38 тысяч человек. Также он объяснил, точнее предположил, почему целый ряд регионов, а именно 7 штук, недавно резко снизили сумму выплат за подписание контракта. С одной стороны, потому что, да, денег в региональных бюджетах очень мало. С другой стороны, потому что эти регионы в течение года показывали достаточно хорошую статистику по набору людей. Так что они уже не на последних местах рейтинга. А именно это является главной целью для каждого губернатора – не оказаться на последних местах по выполнению плана. Кстати, как и обещал, я поговорил со всеми знакомыми экспертами по поводу украинской мобилизации. Вы же меня часто задалбываете вопросами об бусификации. Постоянно на моих прямых эфирах спрашиваете, насколько это распространенное явление. Бывший украинский военный, ныне аналитик, руководитель команды Front Intelligence Insight сказал мне, что тут еще важно понимать, что подразумевается под бусификацией. Потому что если мы под бусификацией подразумеваем мобилизацию в целом, то это явление достаточно частое. Например, остановка граждан с целью проверки военного статуса. Могут, например, зайти в маршрутку и там проверить у всех статус. И если у людей данные не обновлены, либо они подходят под мобилизацию, то их просить пройти. Если же под бусификацией подразумевать конкретно заталкивание в автобус с физическим принуждением, то даже если этих случаев сотни, это все равно будет несколько процентов на фоне общего объема мобилизации до 20 тысяч человек в месяц. И вот пока мы далеко не ушли от всяких бесплодников и дальнобойных средств поражения, отмечу, что на этой неделе мы видели много случаев применения ракет «Фламинго». Они оставили воронку на побережье около Туапсе. Был впечатляющий перехват «Фламинго» над городом Орел. Впечатляющий он был потому, что мы никогда такого не видели, чтобы обломки ракеты падали, полыхая. Вот обычно, когда крылатую ракету перехватывает система противовоздушной обороны, она либо там же в воздухе взрывается, оставив после себя только облако дыма, либо падает на землю и взрывается уже на земле. Здесь же она в воздухе разорвалась на части, и каждый обломок полыхал отдельно, падая. Получился такой фейерверк. С чем связана эта особенность? Не знаю. Возможно, это из-за того, что углепластиковый корпус. Какие конкретно у нас были сомнения по поводу «Фламинго»? Мы не сомневались в том, что они существуют. Весь вопрос был в заявленных масштабах производства. Компания Firepoint заявляла, что к концу октября она будет производить уже по 200 «Фламинго» в месяц. И мы отнеслись к таким заявлениям с большим подозрением, потому что эта ракета использует старый двигатель АИ-25, который непонятно где взять. Компания заявила, что она выкупила 1000 таких списанных двигателей. Но вот в это тоже как-то не верится. Кто будет хранить 1000 списанных авиадвигателей? Их же сдают на металлолом. Факты применения «Фламинго» на этой неделе пока не развеяли наши сомнения относительно масштабов производства этой ракеты. Когда я готовил материалы по сводке, встречал такие мнения, что на этой неделе и «Фламинго» несколько раз запускали, и дальнобойную версию «Нептуна», даже впервые показали ее пусковую установку, чтобы якобы отвлечь общество от коррупционного скандала, в который оказался замешан близкий соратник Зеленского Тимур Миндич. А про компанию Firepoint, которая производит ракеты «Фламинго», как раз есть предположение, что она связана с Миндичем. На этой неделе мы вступили в ту эпоху, когда сгенерированные нейросетями видео будут использоваться для влияния на ход боевых действий. Через соцсети и всякие телеграм-каналы было вброшено множество видео, общий нарратив которых сводился к одному. Украинские военные покидают район окружения в Покровске и Мирнограде. Нейросетевые модели развиваются очень быстро, поэтому с каждым разом придется становиться все более и более внимательно, чтобы не попасться на такие фейки. Так, как это было раньше, когда нейросети рисовали по 6 пальцев на руках, уже не происходит. Более того, есть куча моделей, которые можно использовать для генерации видео, и она на выходе будет без всяких копирайтов. Никаких прыгающих логотипов ссора в нем не будет. Также модели могут генерировать целые видеоролики, беря за основу фотографию, оживляя людей на ней. Поэтому можно через нейросетевые модели сгенерировать видеозаписи, где будет правильная военная форма без ошибок, правильная техника и так далее. Например, одна из самых популярных подобных моделей – это модель One-to-Two от компании Alibaba Group. У такого способа генерации видео есть свои особенности. В частности, очень сложно,
практически невозможно сделать качественные длинные видео. Модели вроде One22 подразумевают, что у вас есть мощный компьютер с очень хорошей современной видеокартой. И вот тогда, потратив несколько часов на эксперименты, вы сгенерируете несколько видеороликов длиной 5, 10, ну может 15 секунд. Поэтому запоминаем. Если вы встретили странное видео, про которое вы сомневаетесь, что оно настоящее, и оно длиной секунд 15 или меньше, значит это дополнительный балл в пользу сомнений в аутентичности видео. Все потому, что более длинные видео требуют просто астрономических мощностей, которые на потребительских компьютерах недоступны. Плюс, чем дольше видео, тем быстрее начинают проявляться грубые артефакты. Также обратите внимание на элементы киношности под зрителем видео. И вот это еще одна проблема нейросетевых моделей – идеализация объектов. В случае видео с якобы допросом военнопленных, это, например, идеально выставленное, прямо-таки художественное освещение. Это идеально чистая и целая военная форма у всех солдат, как будто они ее только-только купили в военторге за углом. Ну, прям как в старых репортажах журналистов про Легион Свободы России. Кстати, сравните с видео допроса пленного бойца спецназа ГУР в Покровске, насколько у него грязная форма, да и самом. Обращайте внимание на озвучку и мимику персонажей. Здесь тоже нейросетевые модели пока не идеальны. Смотришь видео и понимаешь, что человек вроде бы попадает в губы, но как будто бы не совсем. Плюс озвучку, то есть голоса персонажей на видео, тоже генерируют через нейросетевые модели. А они их генерируют в студийном качестве. Как будто человек говорит в микрофон в профессиональной студии. Поэтому тем, кто создает поделки, приходится придумать, как ухудшить звук. Например, добавляя эффект эхо, как в спортзале. Ну и следите за деталями на видео. Например, инвалидная коляска, которую никто не толкает, и она катится силой мысли. Да и в целом, откуда инвалидная коляска на передовой? Отмечу, что ни один из этих критериев сам по себе не является достаточным, чтобы отнести видео к подделке. Нужно судить по комплексу таких сомнений. И почему я сказал, что такими видео будут пытаться повлиять на ход боевых действий? Потому что отдельные лица, средства массовой информации, телеграм-каналы поведутся на такие видео и спровоцируют отход военных с занятых позиций. Потому что и так постоянно обсуждают возможное окружение под Мирноградом, а тут еще и видео такие появляются. Так что будьте осторожны. Все это будет осложнять работу и нам. С другой стороны, наверное, однажды настанут времена, когда Руслана Левиева можно будет заменить скриптом из одной строчки, который будет генерировать нейролевиева. Но пока этого не произошло, я, настоящий Руслан Левиев, буду продолжать каждую неделю готовить для вас сводки. Так что увидимся через неделю. Пока.